Глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил ввести штрафы для самозанятых граждан в размере полученного дохода, если человек не зарегистрировался соответствующим образом и не оплатил с этого дохода налоги. Вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у человека не все. А тот, у которого вы все забрали, он уже вам не подвластен. Он опять свободен. Данное предложение озвучено Макаровым в связи с обсуждением законопроектов о проведении эксперимента по налогообложению самозанятых граждан в 4 пилотных регионах нашей страны. Главная идея закона в том, чтобы самозанятые платили налог в размере 4%, если обслуживают интересы физлиц, и 6%, если оказывают услуги организациям. Цель законодателей – вывести из тени бизнес-людей, имеющих неофициальные заработки, которых насчитывается ни много ни мало 30 миллионов. Вместе с тем, за период работы уже существующего закона, позволяющего самозанятым легализоваться, этим правом воспользовались лишь около 2000 человек. Таким образом, методом кнута в виде лишения 100% дохода и пряника, то есть уплаты всего 4-6% налога с дохода, государство хочет выманить из теневого бизнеса все те же оставшиеся 30 миллионов скрывающихся. Однако непонятно, зачем вводить штраф в размере 100% дохода. Ведь в случае с самозанятыми его точный размер известен, пожалуй, лишь только получателю этого дохода. Возможно, устанавливая штраф в размере 100% дохода, власть ожидает массовое доносительство граждан о доходе самозанятых. Алло? Милиция? Милиция? Это, говорит, сегодняшний обокраденный шпак. А я не по поводу кражи. У нас здесь дело почище. Жду. Разобраться в этом вопросе поможет его детальное изучение. Рассмотрим, как повлияет закон на тех, кто в нашем сознании уже сросся с понятием самозанятых, а именно на репетиторов. Думаю, последний сам не станет сообщать в налоговые органы о размере своего незадекларированного дохода. В связи с этим именно в руках родителей окажется рычаг по управлению механизмом по отъему у репетиторов 100% незадекларированного дохода. Короче говоря, в случае, если ребенок не сдаст ЕГЭ, то разговор с его репетитором может быть очень коротким. «Возвращай мои деньги мне» или государству. Либо возможно, что законодатель планирует выяснить размер дохода самозанятых с помощью сотрудников проверяющих органов. Не сдержали, а я сам к вам шел, сам чистосердечно во всем признаться. С восторгом предаюсь в руки родной милиции, надеюсь на нее и уповаю. В случае с репетиторами в результате контрольных закупок услуг последних бюджет пополнить получится вряд ли, а вот бесплатно подтянуть успеваемость детей-оперативников вполне. Однако думаю, что для того, чтобы 30 миллионов людей вышли из теневого предпринимательства, у сотрудников системы контроля просто не хватит ни детей, ни времени. В связи с этим, устанавливая штраф в размере 100% дохода, возможно, законодатель просто и не планировал выяснять размер этого дохода. Возможно, идея в том, чтобы штрафовать лишь на основании подозрения в самозанятости. Я вам не верю. Почему? Ну не верю. Если вернуться к примеру с репетиторами, то их просто начнут штрафовать в размере дохода, который они предположительно могли бы получить, занимаясь индивидуальной учебной практикой. Остается добавить, что законопроект расширил понятие самозанятых, так что теперь под него подпадает практически любая деятельность. Поэтому нововведения коснутся не только репетиторов и сиделок, а практически каждого, кто имеет неофициальные доходы. Друзья, всем, кто хочет быть в курсе последних изменений в области налогового законодательства, настоятельно рекомендую подписаться на канал «Обо всем с юмором», чтобы быть в курсе последних важных изменений с долей авторского юмора. Спасибо за внимание. Пока.